Всем привет! Меня зовут Сергей Уколов. Мне Слава Перепелица прислал на тестирование шлем собственной разработки. Это ведро типа Грифон. Попросил меня подраться в нем на Динамо. Я сам хотел. И снять вот этот вот видеоролик, чтобы рассказать, что я думаю по поводу этого шлема. Начнем с... почему я его вообще захотел? Это же я обратился к Славе. Просил его сделать мне шлем. Меня подкупила его простота и надежность. Половина сборной Украины бегает в этих касках, горе не знает и показывает отличный результат. Так, со стороны глядишь, их алебардами бьют, а им все равно. И сам я, когда напротив себя человека в таком шлеме видел, я ему по голове даже и не бил. Бесполезная затея, казалось. Начнем с внешнего вида и историчности. В принципе, если натягивать сову на глобус, то шлем на исторические аналоги чем-то похож. Единственное, я бы сюда заклепку поставил, пусть даже декоративных, а то он целиком сварной, так, наверное, проще и надежнее получается. То есть швы качественные, все крепко, ничего не развалится. Просто для эстетики. Он, может, потяжелее будет, грамм на 150, но и поисторичней, так это назовем. Дальше. Я просил его покрасить, чтобы он красивым был. Вот здесь логотип мастерской. Здесь уже почти не видно герб клуба «Боярд», красный лев. Но за буквально 2 тренировки и 1 кубок «Динамо» стало видно, насколько хорошо отполированная сталь. Может, если бы не такая полированная была, краска бы подольше подержалась. А так можно подкрашивать, можно целиком его зачистить, будет красивый блестящий шлем. Наверное, так и сделаю. С другой стороны, ржаветь будет. Зачем мне это надо? До «Динамо» выяснилось. Тут есть такая специальная система ремней, хорошая, 2 ремешка подбородочных, оторвать очень трудно. Но была подушка, которая перекрывала дыхание, она съезжала на рот постоянно. Я ее жевал, пытался сдвинуть, в итоге я середину вырезал, и все получилось отлично, теперь ничего не мешает. С размерами угадали с первого раза. То есть я просто присылал размеры, я в него сразу влез, и он сел как влитой. Естественно, даже вот после одного турнира чуть-чуть подразболталось. Это любой материал немного сбивается, ничего с этим не сделаешь. Еще очень удобно, когда тебе приезжает шлем и ничего с ним не нужно делать. Это большая редкость, непривычно было. Обычно тебе приезжает шлем, ты его даешь на доработку, через 2 месяца забираешь, что-нибудь переделаешь потом. Тут можно брать и пользоваться. Ремешки крепкие, надежные, отрываются только с головой, скорее всего. Мне отрывали, все на месте, и шлем, и голова. Тут была приклеена по нижнему краю какая-то пенка, я ее оторвал. Но я ее почти оторвал, пока поправлял сдвигающийся подбородник, который мне в рот залезал. И вообще я не понял, зачем он нужна, оторвал целиком. В шлеме безопасно. Вот эти вот перемычки, как бы отвратительно они не смотрелись, все-таки дают чувство уверенности какое-то, что никакой топор тебе туда не залетит. Даже большинство фальшионов, если будут колоть, они застрянут. Бывало такое, я сам брал и набегал на чужой фальшион, который просто человек назад держал, на него глазами втыкался. Вот здесь такое сделать довольно трудно. Непривычно мне оказалось плохой обзор вверх, но это еще из-за того, что невозможно было поднять голову. Я не стал его обрезать, хотел, чтобы шлем стоял на плечах, когда меня все-таки найдут алибардисты. Поэтому вот вверх посмотреть не удается. А может и не привык я просто. Для дыхания дырок хватает. Я боялся, что с дыханием будут проблемы, потому что привык к решеткам, к наносникам. Там с дыханием все отлично. Фактически у тебя одна барница висит перед лицом и все. Вроде не подвел, дышать давал, и тоже дело привычки. Надо просто провести в нем некоторое количество длительных тренировок на выносливость. Алебарды меня так не били, поэтому испытать их воздействие на шлеме не удалось. Фальшионами били, вот по затылку сильно били, но кроме царапин никаких следов нет. Краску попортили. Били от души. Все, шлем гладенький. 2,5 мм, они его калят, так что беспокоиться о том, что что-то там вобнут, не стоит. Шлем стоит на плечах, фактически, точнее не совсем стоит на плечах, если чуть-чуть плечики поднять, он туда встает и, в принципе, можно спокойно терпеть чего угодно. Да, что меня подкупило еще, простота его, он простой до безобразия. Ломаться тут нечему. Каска есть каска. Никаких барниц, никаких креплений под барницу, которую постоянно отрывают и надо чинить. Ничего этого нету. Ничего не рвется, ничего не портится. Вот главное, чтобы по шлему не сгнил.
и все будет в порядке. Я бы его, честно говоря, облегчил. Я в 21 пока даже и не ходил, алибард меня, повторюсь, не били. На мой вкус он тяжеловатый и толстоват. 2 миллиметра мне бы, наверное, хватило. Ну, помялся бы чуть-чуть. Ничего страшного, голову бы не оторвало. Головой крутить было с непривычки трудновато, но я при стрельбе сильно не бегаю. Там человек, который стоит у борта, никаких проблем не будет. Для турниров теоретически шлем такой использовать можно, ну, в поединках 1 на 1. Ну, естественно, он не должен быть таким тяжелым. Это на макушке 2 мм, на лице можно 1,5 мм, на затылке 1,2 мм. Туда вообще не попадают. Железка толстая не нужна, его можно облегчить, мне кажется, раз в 1,5. Ну и все, бугурсменам могу порекомендовать смело. Ну, нужно будет позаботиться о защите шеи и какое-то оплечье нужно будет придумать. Кольчугу никто таскать не хочет, все таскают довольно отвратительно стеганые. Ну, я еще подумаю, что с этим делать. У меня не самые красивые плечи сейчас. Вот, в общем-то, и все. В основном положительные эмоции.